Представители знака зодиака Скорпион, мои дорогие, приветствую вас на канале Таро Инспирационе. Таро расклад– это неожиданно. Судьбоносный декабрь и неожиданные перемены, мои дорогие. Правда, несколько планетарных аспектов, которые будут оказывать на нас влияние, и их будет множество. Но, наверное, один из самых решающих может быть, и к этому подтягиваются словно обстоятельства, это планета Нептун. И на вас это будет оказывать тоже влияние. Больше влияет как раз на знаки зодиака стихии Земли и воды. И это Нептун, который переходит из ретро-движения в прямое директное. Это происходит на датах 7-8. Но что он означает, этот планетарный аспект? Это значит, что у нас не хватило решимости на что-то. Или мы долгое время топтались словно на месте, не могли определиться по какому-то вопросу. Вот здесь, как и словно Вселенная нам помогает, перед нами, может быть, какие-то новости раскрывает, или новые события дела, или участие чего-либо. Это могут быть и люди, которые принимают какое-то решение, но значит, эти решения людей, они каким-то образом воздействуют на вас. Или обстановка, которая внешняя, она тоже может проясняться, или становится понятно, к чему мы идем. Здесь может быть и как миропорядок. У кого-то все зависит от того, в какой плоскости находятся ваши интересы, ваши вопросы, чем вы занимаетесь. И для кого-то именно и внешние вот эти обстоятельства, такие в более глобальном масштабе, будут оказывать влияние на вас и к большему пониманию способствовать какую-то свою новую стратегию, тактику. Возможно, вы уже в декабре как будто или переиграете, или пересмотрите все то, что со знаком, или с приставкой, точнее, как и контракты, договоры по работе, какие-то важные соглашения, может быть, важные документы, бумаги. Мы можем переписывать, пересогласовывать для того, чтобы для себя сделать что-то с большим плюсом. Давайте узнаем, что думают карты. По крайней мере, в декабре мы будем более точно знать, что пытается уйти из нашей жизни, а что есть смысл продолжать. И первые три карты у нас будут события ближайшего будущего. Ориентировочно, я так предполагаю, 2 недели. Первая, вторая неделя декабря. Достанем три карты. Возможно, это будет связано с новостями. Или, может быть, для кого-то, как сфера жизни, будет подсказка, да? Чем вам придется заниматься, чему больше внимания уделять. И события отдаленного будущего. Я так предполагаю, это 3-4 неделя, вторая половина декабря. Но, понятно, четких граней нет. События отдаленного будущего для вас. По сути, чем завершается, с каким итогом декабрь. И мы спросим, в чем риск? И достанем следующую карту. Что вам будет помогать или что будет способствовать решению того или иного вопроса, что вам нужно знать, что вам важно знать. От чего вы откажетесь? Сами, может быть. И карта совет. Давайте будем смотреть, что же за события ближайшего будущего. Ну, весь мир, я говорю, у ваших ног. Карта мир. Мир, покой, лад в семье, кстати, в ваших взаимоотношениях. Когда вы... Это итоговая карта, потому что 21-й старший аркан к какому-то итогу уже свои дела подводите. Может быть, даже на начало декабря вы уже четко знаете, чем вы будете заниматься, что вы будете продолжать. И, может быть, это и по части личной жизни. Для кого-то все же проиграется поездка, переезд или какой-то новый вид деятельности. Здесь мог быть, допустим, тот вид деятельности, который вы попробовали недавно. И значит, где-то в декабре вы получаете итог. Или, может быть, какие-то внесли уже коррективы. Все же много событий и транзитов прошло за период октябрь, ноябрь для вас очень важных. И вы уже прежде могли с чем-то определиться. И, скорее всего, тогда вы будете точно знать, да, овчинка стоит выделки в каком-то вопросе. Или когда у вас... Вы получаете, может быть, отчасти какой-то и финансовый эквивалент по приложенным прежде усилиям. В конечном итоге тоже можем рассматривать как итог. И вы будете планировать в начале декабря какое-то путешествие, может быть, в конце декабря, какую-то дорогу, может быть, очень дальнюю поездку, и готовить тоже и документы, и себя самого. Давайте откроем второе событие.
Еще один старший аркан. Но у Скорпиона всегда что-то интересное. И это аркан Иерофант. С одной стороны, да, это карта как и учебы, так и учителя. И к вам могут обращаться за советом. Вы мудрые люди, вы сильные люди. И, может быть, обращаются, чтобы понять, как решать какой-то вопрос. Может быть, и обращаются за помощью. Но все же Иерофант, это имеется в виду, когда мы делимся знаниями. Или устно кому-то рассказываем, как правильно решить какое-то дело. Или как правильнее будет поступить. Но и сами-то мы тоже учимся. То есть мы можем быть как и в роли учителя, так и в роли ученика. Кроме всего прочего, очень часто по этой карте проходят традиции. Все то, что, ну, наверное, в этот предпраздничный декабрь, последний месяц, мы можем готовиться как и к праздникам рождественским или к Новому году. Можем какие-то покупки совершать, да, ну, где-то договариваться с нашими близкими или с друзьями, как мы будем встречать Новый год. Вот эти традиции, они, конечно, тоже могут проиграться. Но все-таки у кого-то венчание, бракосочетание или, может быть, даже прежняя какая-то тема и был бракоразводный процесс. Я так вижу, он может завершиться у многих в декабре. Или, по крайней мере, у кого-то может быть принято соглашение. Вы достигнете медиаторством, может быть, минуя как раз судебное разбирательство, те важные соглашения, когда сам процесс, он уже нивелируется, закончится. Но что-то для вас с хорошим плюсом. Ну и кроме всего прочего, где-то Иерофант – это карта надежности, уверенности. Иерофант нищий не бывает, поэтому я могу предположить и финансовую стабильность. События ближайшего будущего. Ну вот зачем дальше смотреть? Дальше можно не смотреть. Карта мага. Я всегда говорю, это ваша карта, мои дорогие, любимые скорпионы. Да, это карта великого манипулятора, но, видимо, по-другому жизнь ничего или другого не оставляет, и поэтому все в вашей власти. Все стихии в ваших руках. Как и договориться, как и сделать из какого-то даже прежнего непонятного, может быть, состояния или из какой-то неразберихи прекрасный итог, или как оформить какие-то документы, или для себя обозначить новые интересы, или то, чем вы будете в последующем заниматься, иными словами, чему будете учиться, какой-то путь, как ступенчатый, может быть, иерархия, имеется в виду построение карьеры, ваши амбиции, честолюбивые планы, безусловно, по аркану маг это тоже проходит. И умелое взаимодействие с людьми. Причем все в очень таком спокойно добром режиме. Первая карта выпадает мир. Это в вас больше гармонии в душе. Нет каких-то противоречивых эмоций, мои дорогие. Вот это будет оказывать влияние, наверное, на решение любых вопросов, которые вы себе наметите на декабрь. Не хочется ничего уже доказывать. Наоборот, тут скорее быстрее уйти, вы будете чувствовать, как будто вот там, где мне уже изначально с первых шагов начинается какая-то путаница, неразбериха, вот туда я не хочу. Я хочу себя как раз от какой-то мутной, непонятной или двойственной ситуации оградить, и вы будете успешно продвигаться по тому маршруту, который вы сами себе определите. Сильная позиция. События отдаленного будущего. Ух ты, еще один старший аркан. Ну, правильно, расклад для скорпионов. И в этой колоде карт, обратите внимание, я надеюсь, видно хорошо, человек, он не повешенный. Хотя карта именно старшего аркана так и называется. Он словно сам держится за перекладину. Как будто ждет какого-то нужного момента, часа. Для кого-то из вас была, может быть, прежняя ситуация в каком-то вопросе, зависшая, замерзшая. Или она стояла на паузе. И очень символично. Часы, как будто говорят, вам пора, мои дорогие, пора действовать, выходить из какой-то зоны ограничений. Ваше время, мои дорогие скорпионы, буквально приходит. И поэтому в таких вот плавно спокойных энергиях вы можете выйти из какого-то застоя. Или из какой-то неразберихи, повторяюсь. Или из каких-то сложных очень ситуаций. Но путем договоров, каких-то соглашений. Миролюбивых, может быть, соглашений. Вполне вероятно и такое тоже. Когда вы успеваете и знаете, как со всеми договориться, как, может быть, успеть проявить участие в разных вопросах, но для вас
Это будет что-то позитивное. И перед вами уже открываются совершенно новые возможности. Правда, пора, ваше время пришло. Или, может быть, вы получаете тот документ, который ждали долгое время. Или вы наметили для себя тоже какой-то судьбоносный маршрут, но он зависел от решения конкретного человека. Тогда, скорее всего, вам объявит человек о своем решении. Или какую-то мысль, может быть, выскажет. И пусть каким-то даже альтернативным путем. Но, по крайней мере, даже если вы что-то не будете продолжать, то, что прежде вы намечали, но новый путь будет явно лучше старого. Это факт. События отдаленного будущего. Что тут скажешь? Карта победителя. Да, карта говорит, не расслабишься. Тебе придется все контролировать. Оно и понятно, поскольку карта мага. Есть победа, определенно в каком-то вопросе. В том вопросе, который может быть связан вверху у нас аркан Иерофант, это то, что я говорила, когда, ну, может быть, как сама система вам препятствовала осуществить какой-то проект. Или какой-то вопрос, который был связан с решением сильными мира сего или в высоких инстанциях подходит к финишу. С чем-то вы определяетесь. И в каком-то проценте, в какой-то доле точно есть эта победа. И очень сильная позиция. Но ваша задача, мои дорогие, контролировать и дальше. События отдаленного будущего. Ну и по десятке жезлов это мы подводим итоги. Карта усталости. Где-то вы можете к концу декабря почувствовать себя усталым или уставшей. Может быть, несмотря на то, что достаточно добрые какие-то энергии и вроде как спокойные, но все же старшие арканы, они не расскажут о личной истории, я всегда говорю, каждого из вас, и, может быть, о динамике развития событий. Она тоже у каждого будет своя собственная. Усталость, тем не менее, есть, но, с другой стороны, десятка жезлов – это еще и перезагрузка. Режим труда и отдыха, эта карта говорит, ты обязательно для себя, ну, как-то причеши, пересмотри, потому что есть уже те события, в которых, или дела, не стоит продолжать твое участие. Что-то для вас само пытается завершиться и будет вам давать правильные подсказки, что уже не перспективно. По этой карте могли быть люди, в жизни которых участвовали вы, мои дорогие скорпионы. Может быть, это были какие-то даже траты у кого-то, когда приходилось что-то проплачивать или кому-то помогать. Вот здесь мы это тоже пересматриваем, потому что то, что сэкономили, 2 раза заработали. Все же жезлы, дела, работа, бизнес и деньги. Поэтому вот такие основополагающие моменты в конце декабря, как своеобразная перезагрузка. Она для вас проходит. И с прекрасными энергиями. Вы вступаете в 2025 год. В чем риск, давайте узнаем. Отказаться от какого-то нового направления. Риск, буквально, ведь это карта сдачи экзамена. Не увидеть какие-то возможности. Или какой-то экзамен не пройти, тогда нам Вселенная обязательно повторит. Вся наша жизнь своего рода это тот путь, когда мы проходим какую-то траекторию жизненную, потом сдаем экзамен. Пусть это где-то аллегорически звучит, но вот этот экзамен часто как раз и бывает с какими-то важными решениями сопоставим. Когда мы смотрим в будущее, когда мы не пытаемся, может быть, заново реанимировать какую-то ситуацию, которая сама уже завершилась. А нам все кажется, а вдруг? Нет, вдруг не бывает. Вот карта мага. Вы будете очень четко видеть реальность. И ваши, как и перспективы, так и возможности. Поэтому риск еще в том будет, когда вы не готовы учиться. Посмотрите, сколько старших арканов. Правда, обстоятельства будут меняться. И нужно быть готовым к тому, что себя придется менять. Не будет как прежде. И риск больше я как раз вижу в том, что если мы на чем-то настаиваем или на какой-то своей прежней позиции, нам не получится это подтвердить. Иными словами, мы не сдадим этот экзамен. Себя где-то перестроить и вот эту по-новому победу удерживать вам придется. Что вам помогает, что важно, нужно знать. Любовь, мои дорогие. Может быть, как раз, и я говорила по карте Иерофанта, это пересмотр ваших отношений. Для кого-то из вас может быть новая история любви. Может быть, это
после прежней какой-то достаточно грустной истории вы все никак не могли решиться на то, чтобы, ну, как выйти на тропу новую знакомств, если можно так сказать, или открыться буквально миру. Вас же тут какие-то энергии, они именно вас вынуждают или подталкивают быть, ну, может быть, для кого-то, кстати, более публичным человеком, заявить о себе в интернет. Часто очень по аркану мир проигрывается, наша работа посредством интернета, работа из любой точки мира посредством интернет-изучения новых IT-технологий или даже нам буквально помогает. Пусть вы, ваш бизнес или ваша профессия, вы уже как эксперт, вы уже достигли какого-то уровня, тогда карта будет говорить, а ты заяви о себе миру. И у тебя будут и новые контакты, и новые возможности. Вот для кого-то из вас эта новая концепция труда, заработков может, кстати, привести к новым отношениям, к новому социуму. По двойке кубков буквально, когда наша где-то дипломатия нам помогает, умение договориться. Ну а для кого-то это могут быть отношения или продолжение вашей истории, пусть даже меня смотрят люди семейные, взаимопонимание, эмпатия, взаимная забота друг о друге. Вот что-то приятное, доброе, радостное, счастливое, ну, буквально вам, конечно, помогает. Или что важно знать, вот к этому нужно либо стремиться, если вы сейчас в сольном варианте, мои дорогие скорпионы, по крайней мере, допустить, что если раньше был в каких-то отношениях минус, ну, с другим человеком я буду точно счастлив. И тогда, если вы допустите, ведь вы маги, волшебники, нужный человек обязательно в вашей жизни появится. Поэтому счастливым нужно быть, вот это вам помогает. Может быть, карта и говорит, что ты не должен быть одинок. Вот подумайте об этом. От чего вы откажетесь? Ну, так понятно тут, как и десятка жезлов, а девятка, точнее, мечей, это карта внутренних страхов, это сомнения. Карта описывает те ситуации, когда мы боимся буквально открыть глаза на ту реальность, которая присутствует в нашей жизни. Или когда мы устроили себе глубокую философию на мелком месте и где-то там внутри застряли. Когда мы, по сути дела, смотрим вглубь самого себя. И, может быть, с учетом аркана повешенной, было такое вынужденное состояние. Может быть, было много вопросов, было внешних событий, также множество, когда вас так немножко обособиться от мира, вас вынуждали именно обстоятельства. И теперь ваш выход на авансцену, мои дорогие скорпионы, это точно. По этой карте еще проходит, от чего вы откажетесь, проходит бессонница, инсомния. И поэтому кто-то из вас здоровый образ жизни себе поставит как задача номер один. И у каждого тут своя. Тут будет как бы задумка. Кто-то мог столкнуться с тем, что буквально, может быть, мне мешает уже какая-то чрезмерная занятость. И из-за своей усталости я не сплю хорошо. А если мы не выспались, мы вряд ли принимаем какие-то, ну, такие четкие, острые решения. У нас как все в смазанном каком-то варианте проходит день. Поэтому для вас напрямую сон будет очень важен. Уделите, кстати, этому внимание. И карта тоже может говорить, от чего вы откажетесь. Вы будете работать в этом направлении. И для кого-то, если будет достаточно, к примеру, прогулок перед сном, а может быть, если какая-то ситуация вам действительно даже по здоровью или по сну мешает жить, то тогда нужно обратиться к специалисту, что-то нужно предпринять. Самому что-то не додумывать, не домысливать. Вы откажетесь вот от всякого рода сомнения и неразберихи. Карта совет, любовь. Это все то, что я говорила, но это еще и карта выбора. И в этой колоде все-таки это карта двух любящих людей. И у вас двойка кубков, поэтому нельзя быть в одиночестве, мои дорогие скорпионы. Не может быть вот как раз на празднике, не в декабре. Поставьте перед собой задачу. Если задачу ставит перед собой скорпион, нет ничего невозможного. Но для тех, кто в паре, или, может быть, есть знакомые, может быть, вы встречаетесь, есть какая-то дружба, отношения словно могут перейти действительно на новый уровень. Я могу допустить с приставкой «пере» то, что я говорила. Для кого-то и этот период, кстати, может быть таким, когда к нам возвращаются люди из прошлого. Кого-то мы знали прежде.
Но это не есть, когда вы только хотите возврата каких-то отношений, но когда и другой человек тоже готов к этому. И вот тогда какой-то восхитительный любовный союз может получиться. Вы тогда с большим пониманием будете относиться друг к другу, где-то, ну, может быть, и не давить своим авторитетом, мои дорогие. Такое я могу тоже предположить. Иногда, когда встречаются двое сильных людей, двое достаточно сложных людей. Ну вот пока отстроится концепция отношений и будут смотреть в одном направлении и принимать со всеми тараканами друг друга, это не проходит быстро. Но для кого-то вот именно и возврат таких или перевод отношений на новый уровень тоже может быть. Не отказывайтесь быть счастливым. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.